Как же зародилась жизнь из неорганической материи? Как же те самые материалы, из которых состоят камни, земля, вода и воздух, вдруг сложились таким образом, что стали органической материей и превратились в растения, животных и нас, людей? Мы сейчас попытаемся очень просто объяснить все это, но так, чтобы даже человек, далекий от химии и биологии, смог это понять. Первое. Основой всего является, конечно же, таблица Менделеева. Это таблица, в которой перечислены все вещества, от водорода, кислорода, золота и железа до самых тяжелых радиоактивных элементов. Это таблица атомов всех существующих элементов в природе. Надо понимать, что тот кислород, которым мы дышим, это не совсем тот, что в таблице, потому что мы дышим молекулами кислорода, а не атомами. А молекула кислорода состоит из двух атомов кислорода, того самого, что указано в таблице. А вот вода, например, это молекула, где два атома водорода и один атом кислорода сцепились вместе. Но это все просто, я думаю, вы это уже знаете. Ну хорошо, а что же такое органическая материя, спросите вы? По-простому, это в основном любая сложная молекула, в которой есть углерод. Ну почти любая, есть только несколько исключений. Вот так. Углерод – это основа жизни. В природе существует 20 типов органических молекул с углеродом, которые называют аминокислотами. Эти аминокислоты, сцепленные в различных сочетаниях, образуют белки. Хорошо, к белкам мы еще вернемся. А сейчас давайте проясним, что такое ДНК. ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, это хранилище состояния живого существа. В ДНК записана вся информация, из чего состоит живое существо и в какой последовательности. Если размотать ДНК всего лишь одной вашей клетки, получится нитка длиной около 2 метров. В 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик поняли, что ДНК выглядит как скрученная веревочная лестница. Стойки, перила лестницы, состоят из сахара, дезоксирибозы и фосфатных групп. Они обеспечивают прочность ДНК. Ступеньки – это пары азотистых оснований, на которых зашифрована вся генетическая информация. В этих ступеньках зашифрована вся генетическая информация. Мы еще раз хотим подчеркнуть это. Существует всего 4 типа азотистых оснований, которые образуют код жизни. Если называть их английскими буквами, то это будет A – эденин, T – тимин, G – гуанин и C – цитозин. Причем основания эти не соединяются как попало. Они всегда образуют строгие пары. Аденин всегда сцепляется только с тимином, A с T. А гуанин всегда дружит только с цитозином, G только с C. Благодаря этому правилу две нити ДНК всегда зеркальны друг другу. И если вы знаете последовательность одной нити, вы автоматически знаете другую. Это позволяет ДНК копировать саму себя при делении клеток. Плотность записи информации в ДНК такая, что если бы мы хранили информацию только в ДНК, абсолютно всю информацию, то все данные мира, ну, например, весь интернет, могли бы поместиться в чайной ложке.
Представляете себе? А если вытянуть всю ДНК из вашего тела в одну линию, то она дотянется до границ Солнечной системы. Просто невероятно, на что способна природа. Но ведь правда. Если рассматривать ДНК как библиотеку, то одна ступенька – это как одна буква. А много таких ступенек – это как глава и называется ген. Например, цвет глаз человека может быть зашифрован в таком гене, состоящем из множества букв ступенек, или в одной главе. Но давайте-ка не будем трогать сейчас такое сложное существо, как человек, а рассмотрим, как все это работает на примере самого первого простейшего микроорганизма, от которого произошло все животное на Земле. Его звали Лука. Лука жил 4 миллиарда лет назад на дне океана у подводного вулкана. Кому интересно про Луку и как от него произошло все живое на Земле, посмотрите наше видео, ссылка будет в самом конце. Но если еще не видели, конечно. И да, огромное спасибо вам за лайк. А мы продолжаем. Так вот, кроме белков и ДНК существует еще РНК. Если ДНК – это библиотека генов или инструкция по сборке живого организма, то РНК, рибонуклеиновая кислота, это рабочая копия ДНК, которая доставляет эти инструкции на стройку в рибосому. РНК печатается внутри РНК-полимеразы. РНК-полимераза – это еще один белок, который выполняет роль печатного станка. Так вот, РНК считывает информацию из ДНК и строит на основе этой информации белки. РНК обычно состоит из одной нити, а не из двух, как ДНК. Она более гибкая и менее стабильная. Вот представьте себе, Лука плавает в горячем источнике на дне океана. Ему нужно поесть или защититься от жары. Для этого ему нужен белок-инструмент. У Лука не было ядра, а его ДНК просто плавал внутри в виде кольца. И возьмем только для примера, что происходит, когда в клетке появляется слишком много железа, и оно станет токсичным. И Луке срочно надо от него избавиться. Так вот, внутри клетки все находится в хаотичном движении, и белки с ровной поверхностью сталкиваются с ДНК и скользят по ней, не останавливаясь, или отталкиваются. Но как только молекулы железа прикрепляются, то молекула белка меняет форму. Она теперь не такая ровная и гладкая. И теперь, скользя по ДНК, она может зацепиться за какую-то впадину и застрять в ДНК, как ключ входит в замок. А когда этот белок-датчик уже сел на ДНК, он ведь не просто так там сидит. Часть его структуры торчит наружу и имеет электрический заряд. Например, положительный там, где у РНК полимераза отрицательный. Это и есть зов этого белка или сигнал. РНК-полимераза, которая случайно проплывает мимо, притягивается и вщелкивается в этот белок-датчик, как деталь конструктора Лего. После того, как РНК-полимераза облепила ген, автоматически начинается копирование этого участка ДНК, вот этого гена конкретного. После этого печатается лента РНК, которая впоследствии передается еще одному типу органической материи – рибосоме. Рибосома – это сложный комплекс, состоящий из РНК и белков. Рибосома – это строительный цех, завод, который читает инструкцию и собирает по ней готовый продукт. И вот уже в рибосоме синтезируется новый белок на основе информации, принесенной из гена. И этот белок, например, связывает и выводит железо из клетки, то есть из Луки.
Если описать весь процесс совсем по-простому, то представьте себе детали конструктора Лего, которые хаотично двигаются в шаре, наполненном водой, и взаимодействуют друг с другом. Сцепляются, расцепляются и образуют разные конструкции. И вот мы, люди, всего лишь результат этой очень долгой и очень удачной игры в Лего природой. Чтобы совсем уже стало все понятно, возьмем, например, знакомый всем белок гемоглобин, который переносит кислород в крови. У гемоглобина есть специальная впадина с атомом железа в центре. Молекула кислорода О2 идеально подходит по размеру и химическим свойствам, чтобы сесть на это железо. Кислород немного отдает электроны железу, и возникает связь. Таким образом, гемоглобин разносит кислород по всему телу. Но тут есть небольшая проблема. Молекула угарного газа CO подходит к этой впадине еще даже лучше, чем кислород. Именно поэтому угарный газ так опасен. Он занимает все места для кислорода в молекулах гемоглобина, и человек может задохнуться. Хорошо, скажете вы, но как же эти кубики Лего, эти аминокислоты, белки и прочее появились сами собой из химических элементов таблицы Менделеева? Так вот, наука доказала, что органические соединения, аминокислоты и прочие, появились на древней Земле путем естественных химических реакций, таких же, например, как ржавчина, окисление железа. Затем, путем усложнения из них появились белки и другие более сложные органические соединения. И это не просто теории. В том же 1953 году Стэнли Миллер и Гарольд Юри доказали, что простые органические молекулы могут образовываться самопроизвольно. Они смоделировали древнюю атмосферу, эти ученые. Метан, аммиак, водород и водяной пар, и добавили электрические разряды, имитирующие молнии в колбу с водой. И о, чудо природы! Всего лишь только через неделю в воде нашли аминокислоты, глицин, аланин и другие. Нашли сахара и много разных органических молекул. На древней Земле было огромное количество энергетической активности: метеориты, космическое излучение, масса вулканов на поверхности и под водой. И все это взаимодействовало с огромным количеством разнообразных химических элементов в жидком и газообразном состоянии. Так вот, энергия, время и огромное количество химических реакций в океанах ранней Земли и привели к тому, что из хаоса простых молекул возникли биологические структуры, способные в конечном итоге запустить процесс создания биологической жизни. Конечно, есть другие теории возникновения жизни. Мы имеем в виду, конечно же, религию. Но вы знаете что? Вполне ведь возможно, что Бог именно таким путем и работает. Так что вполне вероятно, что одно не исключает другое. Спасибо вам за просмотр.